Отто Апокалипсис – величайший глупец в истории. Он двуличный епископ Шиксала, готовый пожертвовать сотнями жизней ради своей цели, но при этом уважаемый всеми лидер организации, ведущий бесконечную войну с Ханкаем. Правда и ложь, друг и враг, верность и предательство. Никто никогда не мог до конца понять, кто он. Однако для самого Отто все грани правильного и неправильного были размыты. Отто верил, что любовь и эмоциональные связи между людьми способны творить чудеса, но был готов использовать и растоптать их, если потребуется. Все, что он делал, неизменно вело его к одной цели – к девушке, навсегда изменившей его судьбу. В 15 веке новой эры организация Шиксал стала одной из главных сил в борьбе с Ханкаем. В правящей семье Шиксала, доме Апокалипсис, родился болезненный и слабый ребенок, которого все считали обреченным. Мальчика звали Отто. Он рос в одиночестве, безо всякой поддержки. Единственной отдушиной для юного Отто стала скромная мастерская. Там, под слоями пыли, Отто конструировал механические изобретения, мало кому понятные. Родные смотрели на это с насмешкой. Что, мол, может сделать дохлый мальчишка? Все изменилось, когда однажды Отто запустил самодельный самолетик, и тот перелетел за стены поместья. Перед ним появилась улыбчивая девочка Каллен из семьи Каслана. Этот знатный род славился как величайшие защитники человечества. В ее глазах его изобретение не было пустой забавой. Наоборот, Каллен сочла Отто великим изобретателем и предложила спасти мир. Такое детское, наивное, но искреннее желание. Именно тогда Отто впервые ощутил, что его признают и ценят. В душе мальчика зародился свет надежды. Их пути навсегда переплелись, и Отто обрел свое спасение. К середине 15 века Европа переживала тяжелые испытания. Хаос и войны истощили ее земли, а над человечеством нависла древняя угроза Ханкай. Церковь превратилась в мощнейшую силу, противостоящую Ханкаю, и обещала защиту европейским королевствам. Три великих рода – Апокалипсис, Каслана и Шариак – вели Шиксал, формируя его власть. Однако Ханкай проявляется не только в виде чудовищ. Черная смерть – страшнейшая эпидемия накрыла европейские земли, унося тысячи жизней. Врачи и алхимики оказались бессильны. Отто взялся за радикальные исследования и начал проводить жестокие опыты на смертельно больных, надеясь найти лекарство. Он хотел оправдать ожидания Каллен, увидеть в ее глазах восхищение великим изобретателем, и больше всего боялся разочаровать ее, опасаясь, что иначе останется вновь один. Его труды увенчались успехом. Он создал сыворотку, которая спасла девушку по имени Элеонор. Она присоединилась к валькириям Шиксала и была принята в семью Шариак, став для Отто приемной сестрой. Теперь он мог наконец спокойно выдохнуть. Если вдруг та же чума коснется Каллен, у него будет способ ее спасти. Отто совершил научный прорыв и дал надежду больным. Однако какой ценой? Отто был готов запачкать руки, если это приблизит его к цели. Сам того не подозревая, Отто уже тогда выбрал свой путь, который будет преследовать его всю жизнь. Тем временем Каллен прославилась как сильнейшая валькирия Шиксала, владеющая божественным ключом клятвы Иуды. Однако идеалы церкви оказались не так чисты, как казалось. Епископ Шиксала, Николас Апокалипсис, погряз в алчности и жажде власти. Он развязывал крестовые походы, расширяя влияние. Каллен мучили сомнения. Она видела, что церковь, прикрываясь святостью, вела захватнические войны. Шиксал упивался силой, не считаясь жизнями простых людей. Отто же, боготворивший Каллен и слишком ослепленный ее образом, не замечал ее душевных терзаний. В его глазах она оставалась совершенством, лишенным изъянов. Дабы укрепить свое влияние, Шиксал направил войска в военную кампанию на восток. Там они столкнулись с армией империи Мин и легендарной защитницей, бессмертной Фухуа, пережившей прошлую эру. На протяжении веков она надежно оберегала земли Шэньчжоу и оказалась непобедимой даже для Каллен. Отто был готов пожертвовать собой ради нее. Однако Фухуа проявила милосердие и задала Каллен лишь один вопрос: что именно она стремится защитить. Эти слова глубоко запали ей в сердце, укрепив в ней осознание того, что она больше не может бездействовать.
Чтобы покрыть военные расходы, Шиксал принялся насаждать принудительную торговлю индульгенциями. Кален, возмущенная этой несправедливостью, заручилась поддержкой Отто и начала совершать тайные вылазки против жадных священников, чтобы затем раздавать награбленное беднякам. Она стала ночным вороном, символом надежды для обездоленных. Во время одной из таких вылазок Кален проникла в подвал священника, где наткнулась на загадочный черный ящик и обнаружила похищенных девушек. Когда-то она уже бывала здесь, но прежде Отто, благодаря своему плану, сумел увести ее от страшной правды. Однако любая ложь однажды становится явью. Епископ Шиксала, движимый жаждой власти и стремлением покорить Восток, проводил опасные эксперименты с Ханкаем. Подоспевшие валькирии во главе с Элеонор вступили в бой с Кален. В разгар схватки неожиданно появился Отто и приказал им отступить. Он знал о жестоких экспериментах, но сознательно закрывал на них глаза, полагая, что так приблизится к своей цели. В стычке он получил тяжелое ранение и вскоре потерял сознание. Во сне Отто видел далекие события детства, как он и Кален тайком последовали за ее отцом и стали свидетелями его героического поступка. Тогда отец Кален пожертвовал собой, используя силу правосудия Шамаша, чтобы защитить их. Так воплощалась вечная клятва рода Каслана – жертвовать собой ради спасения невинных. Для Отто Кален была всем. В его глазах она воплощала героизм, добродетель и все лучшее, что могло существовать в этом мире. Он не желал видеть ее слез, а мысль о том, что она может погибнуть, толкала его на безумные поступки. Люди слишком хрупки, чтобы принять утрату, и потому обманывают себя, веря, что их родные и близкие останутся с ними навсегда. Однако Отто не верил в райские небеса. Он верил в собственные возможности и не допустит ее смерти. Однажды отец рассказал ему легенду о фамильной реликвии – сосуде бесконечных знаний, архиве пустоты, первом божественном ключе. Согласно преданию, лишь истинно мудрейший мог снять с него печать. Отто сумел это сделать, и с тех пор архив обрел место в его сознании. Воодушевленный, он решил пожертвовать собой, чтобы воскресить отца Кален и избавить ее от боли утраты. Однако Кален сочла это кощунством, ведь жертва ее отца была осознанным актом героизма. С тех пор архив пустоты пребывал в сознании Отто. Стремясь обрести физическую оболочку, архив всеми силами пытался сломить волю юноши, однако Отто упорно сопротивлялся. Когда Отто очнулся, Кален уже была взята под стражу. Епископ Николас потребовал от него образумить ее, надеясь сохранить политический союз с домом Каслана. Отто пытался убедить Кален, что жестокие опыты – единственный способ победить Ханкай. Но Кален оставалась непреклонной. Она поклялась защищать невинных и отстаивать достоинство человеческой жизни. Она не могла смириться с темными экспериментами, даже если те сулили всеобщее благо. В порыве ссоры Отто назвал ее дурой, считая, что ее самопожертвование бессмысленно, и напомнил о судьбе ее отца. Мертвые не могут спасти мир. Кален же в ответ ударила его, не выдержав оскорбления памяти родного человека. Отто пообещал, что освободит Кален, но эксперименты все равно продолжатся. Доверие между ними было окончательно подорвано. Кален чувствовала себя преданной, а Отто – заброшенным в водовороте собственных противоречий. Самый близкий для Кален человек оказался втянут в темные интриги организации, которая должна была защищать мир. В поисках ответов она отправилась на могилу отца. Вспомнив его слова о том, что сожаления ничего не изменят, Кален вновь обрела решимость и приняла твердое решение продолжить борьбу. Стремясь положить конец ужасающим экспериментам Шиксала, Кален ворвалась в церковь, где Элеонор уже заполучила фрагмент черного ящика. Поддавшись силе Ханкая, она превратилась в подобие зверя. Однако даже это не позволило ей одолеть Каслана. При поддержке Отто и силой клятвы Иуды Кален поставила точку в этом сражении. Существо, заточенное в черном ящике, Хершер эрозии прошлой эры, частично освободилось. Густой темный туман стремился завладеть разумом Кален. Чужой голос нашептывал ей обещания силы и власти. Но прежде чем тьма окончательно поглотила ее, в глубине сознания вспыхнул образ отца. Его силуэт встал между ней и хаосом, напоминая о данном ею обете. Кален сумела вырваться из оков наваждения. Она поняла, черный ящик не должен оставаться в руках Шиксала. И потому сделала свой выбор.
бежать, унося с собой источник опасности, чтобы предотвратить новую катастрофу. Отто понимал, что остановить Кален невозможно, и не стал мешать ей. Она покинула Европу в надежде разыскать Фухуа, ту самую бессмертную. Однако, добравшись до горы Тайсюань, обнаружила лишь руины, и потому отправилась дальше на восток. На одном из далеких островов раненую Кален обнаружила Яэ Сакура, жрица местной деревни. Добрая и сострадательная, она выходила гостью, и между ними быстро возникла тесная связь. Однако душа Сакуры уже была отравлена ненавистью. Жители деревни приносили человеческие жертвоприношения богам, и одной из подобных жертв стала ее младшая сестра. Эта трагедия породила в сердце Сакуры глубокую злобу. Сущность, заточенная в черном ящике, нашла в Сакуре идеальный сосуд. Тем временем Отто продолжал свои исследования, но с каждым днем все яснее понимал. При текущем уровне развития человечества его истинная цель недостижима. Однажды Кален погибнет, и он не сможет ее спасти. Отто наткнулся на ключ к библиотеке архива пустоты, древнему хранилищу знаний прошлой эры. Архив попытался соблазнить его, предлагая неограниченный доступ к этим знаниям в обмен на его тело, но юноша твердо отказался. Вскоре Отто получил тревожное письмо от Кален. Столкнувшись с могущественным врагом в деревне Яэ, она попросила доставить ей клятву Иуды, чтобы спасти жителей. Отто незамедлительно отправил божественный ключ с лояльными ему священниками. Кален удалось запечатать Яэ Сакуру и черный ящик, но цена победы оказалась высокой. Она винила себя в том, что невольно принесла с собой Ханкай и стала причиной трагедии, постигшей Сакуру и невинных жителей. Шиксал выследил ее и вернул в Европу, где ее судили за преступления против церкви. Разразился громкий политический скандал, и Кален приговорили к казни. Судьба Кален стала инструментом давления на Отто. Николас Апокалипсис, его отец, предложил сделку. Если Отто убедит Кален выйти за него замуж, ее казнь будет отменена, а сам он возглавит семью. Однако Отто прекрасно понимал, что и он, и Кален всего лишь разменные фигуры в большой игре. Николас озаботил политический союз между домами Апокалипсис и Каслана. Кален осталась верна своим идеалам. Она не могла позволить себе стать пешкой в чужих интригах. В ее глазах угас последний проблеск надежды. Она отвергла и брак, и побег, сделав это своим последним актом сопротивления в мире, где ее судьбу всегда пытались решить за нее. Неожиданно Николас изменил свои планы и объявил Отто своим наследником. Однако передача власти так и не состоялась. Его собственная дочь, Риза Шариак, отравила отца, сорвав тем самым передачу управления в руки Отто. Отто оказался на грани отчаяния. Кален ждала казнь, отец был убит, а вокруг царило предательство. В надежде спасти Кален он обратился к Ризе, но та лишь насмешливо протянула ему в руки лопату, вынудив собственноручно выкопать себе могилу. Надежда спасти Кален затмила голос разума Отто. Следуя совету Ризы, в день казни он освободил зверя Ханкая, надеясь использовать хаос, чтобы вырвать Каслану из рук Шиксала. Но план обернулся трагедией. Кален, верная своим принципам, встала на защиту невинных и погибла от рук чудовища. Мир Отто рухнул. Кален, которая была для него всем, погибла по его вине. Для Отто она была больше, чем просто близкий человек. Она воплощала героизм, самоотверженность и все самое светлое, что он видел в этом мире. Не в силах простить себя, Отто погрузился в отчаяние и покинул Шиксал. Он уединился на далеком острове, где открыл приют для сирот, и посвятил себя обучению детей грамоте, мудрости и добру. Тем временем Риза Шариак и Марсель, племянник Отто, ставший всего лишь марионеткой в ее руках, установили жестокую диктатуру. Страна погрузилась в нищету и террор. Однако любая тирания не вечна. Еще при жизни Кален стала символом борьбы с гнетом Шиксала. Спустя 10 лет после ее смерти народ провозгласил ее святой девой, отдавшей жизнь во имя их спасения. Вера в ее чистоту и добродетель превратилась в знамя сопротивления. Хотя Отто не стремился к власти, он примкнул к повстанцам, сражавшимся под знаменем Святой Девы, и вскоре был избран их командующим. Народ восхищался его мудростью, а солдаты уважали за находчивость. В конце концов, войска нового Шиксала вошли в Вену,
и свергли диктатуру, положив конец эпохе гнета. Народ ликовал, празднуя победу. В глазах людей Отто был героем, свергнувшим тирана. Никто не видел в нем ни неудачника, ни шута, кроме него самого. Он знал, что по-настоящему слаб лишь он один, что всего лишь следует по стопам Святой Девы, стремясь преобразить этот несовершенный мир в тот, о котором она мечтала. Но было ли этого достаточно? Отто не мог простить себе смерть Кален. Ничто не могло изменить того, что зверь Ханкая, которого он освободил, забрал ее жизнь. Его эгоизм и недальновидность лишь ускорили ее трагический конец. Как ни верь в Святую Деву, Кален Каслана не восстанет из ледяного гроба, если только не обратить время вспять, если только не познать тайну воскрешения. Душевная рана Отто не заживала. Единственным способом заполнить эту пустоту – вернуть Святую Деву ее народу, дать ей шанс на иную судьбу, которую она заслуживает, и исправить собственную роковую ошибку прошлого. Владение архивом пустоты позволяло Отто с помощью энергии Ханкая материально воссоздавать любые предметы, устройство которых он понимал, а также создавать копии других божественных ключей. Отто сохранял молодость, используя мимикрию цветка бездны, шестого божественного ключа. Все это время архив пустоты пытался подчинить его разум, но воля Отто оставалась несгибаемой. Спустя годы, стремясь во что бы то ни стало воскресить Кален Каслану, Отто отправился на восток в поисках бессмертной Фухуа, надеясь, что она раскроет ему секрет возвращения к жизни. Задолго до этого Кален тоже стремилась найти бессмертную, но, прибыв к горе Тайсюань, обнаружила лишь руины. Фухуа была предана и убита собственными учениками. Однако ее прозвище было не просто легендой. Обладая исключительной способностью к регенерации, она вернулась к жизни спустя 20 долгих лет. Единственный вопрос, который терзал ее разум – почему те, кому она доверяла, совершили столь жестокое предательство? У одной из бывших учениц Фухуа родилась дочь Ли Сушан. Однажды, отправившись в пустыню, она повстречала Отто и познакомилась с самим епископом. Между ними быстро завязались дружеские отношения, и Отто даже спас девушку от местного головореза. В знак благодарности Сушан пообещала помочь ему в поисках бессмертной, хотя никогда прежде не встречалась с ней. Однако вскоре выяснилось, что родной дом Сушан сгорел дотла, и слухи винили в этом вернувшуюся Фухуа, якобы та решила отомстить за собственное убийство. Уверенная, что именно бессмертная стоит за гибелью ее матери, Ли Сушан поклялась отомстить ей. О дальнейших событиях история умалчивает, однако известен финал. Сушан и Фухуа сошлись в поединке, в котором обе получили тяжелые ранения. Отто спас обеих девушек. Ли Сушан пришлось поместить в капсулу для лечения, погрузив ее в долгий сон. Фухуа же, очнувшись уже в стенах Шиксала, заключила с епископом сделку. Шиксал обязывался защищать земли Шэньчжоу, а она вступит в ряды организации в качестве валькирии. Со временем Отто овладел технологией Соулиума и научился создавать искусственные тела, продлевая свою жизнь. Человечество развивалось, и как епископ Шиксала он продолжал оборонять мир от Ханкая. Но с каждым прожитым годом его желания становились все более отчаянными. Моральные принципы теперь казались лишь преградой на пути к воскрешению Кален. Отто понимал, что ради своей цели ему придется пожертвовать бесчисленными жизнями, и все яснее осознавал, что превращается в шута и неудачника, того, кто вечно гонится за призраком Святой Девы. Пока человечество шагало вперед, Шиксал оставался на страже. Однако все изменилось, когда в середине 20 века мир потрясла новая катастрофа. В Берлине появился первый хершер новой эпохи. В развалинах города, опустевшего после выброса Ханкая, появился загадочный юноша. Он не помнил ни своего имени, ни прошлого. Омега, как его нарекли в Шиксале, вобрал в свое ядро души 300 тысяч погибших. Шиксал вскоре захватил его и 3 года проводил бесчеловечные эксперименты, пытаясь раскрыть его природу. Но разгадка так и не была найдена. Все это время юноша вел переписку с таинственным клоуном Альфа, который рассказывал ему о человечестве, его истории и легенде о Святой Деве, павшей во имя своего народа. Спустя годы Омегу перевели в лабораторию 42, учреждение, где царила более человечная атмосфера. Здесь он обрел надежду и познакомился с 2 учеными
Эйнштейн и Теслой. Именно в этих стенах он впервые получил собственное имя – Вельт Джойс. Казалось, что, оказавшись вдали от жестоких экспериментов, он наконец сможет начать новую жизнь. Однако внутри Шиксала назревал конфликт между главным штабом и североамериканской ветвью. Одновременно с этим участники лаборатории 42 шаг за шагом раскрывали темные тайны организации. Вскоре они наткнулись на 9-й божественный ключ – звезду Эдема, способную управлять гравитацией. Однако эта находка втянула их лишь в еще большую опасность. В решающий момент на сцену вышел Отто Апокалипсис. Он раскрыл Вельту, что именно он скрывался за псевдонимом Клоун Альфа, и даже всерьез предложил юноше стать его преемником в роли епископа. Отто верил, что такой человек, как Вельт, куда больше соответствовал образу идеального лидера, чем он сам. Однако его уговоры не увенчались успехом. Тем временем североамериканская ветвь Шиксала расшифровала свитки Мертвого моря, реликвию прошлой эры, хранящую сведения о создании величайшего оружия, способного рассеивать энергию Ханкая в виде тепла – Селены. Опасаясь, что подобный технологический прорыв подорвет его влияние, Отто решил вмешаться. Чтобы сорвать планы, он шантажом вынудил Фина, дешифровщика языка прошлой эры, внести искажения в расчеты эксперимента. Результат оказался катастрофическим. Реактор с энергией Ханкая вышел из-под контроля, грозя стереть город с лица Земли. В последний момент ученая Эдисон, используя неизвестную силу, смогла предотвратить катастрофу и спасти людей. Финн, стремясь раскрыть правду о епископе, отыскал сотрудников лаборатории 42. Но прямо на их глазах был убит Отто Апокалипсисом, который взял под контроль тело Валькирии Рианны. Некогда он модифицировал ее тело с помощью технологий, оставив в нем лазейку для полного подчинения. Герои попытались остановить Отто, но его опыт и хитрость взяли верх. Он окончательно потерял рассудок, хотя и осознавал, какие ужасы творит. 500 долгих лет он преследовал свою цель, и теперь она превратилась в одержимость. Отступать больше было некуда. Перед его внутренним взором возник образ Кален, укоряя за жестокость, но любовь и одержимость оказались сильнее любых доводов разума. Он сумел вырваться из синтетической черной дыры, созданной Вельтом, и разрушил звезду Эдема. Отто пригрозил Джойсу, что убьет всех дорогих ему людей у него на глазах, начиная с маленького Йоахима, мальчика, чей отец Финн уже погиб от его руки. Однако, воспользовавшись моментом, Вельту удалось изгнать епископа из тела Валькирии. Сам Джойс получил тяжелые ранения. Осознавая, что правда о его преступлениях может всплыть, Отто решил уничтожить все улики и направил ракеты на Нью-Йорк, город, в котором жили миллионы. В отчаянном порыве Джойс создал щит, чтобы защитить мегаполис, но ценой этого оказался на грани гибели. Юный Йоахим изо всех сил пытался спасти своего героя, но был бессилен. Перед смертью Джойс передал Йоахиму не только ядро Хершера разума, но и свою мечту, свои стремления и ответственность за будущее человечества. Приняв его наследие, Йоахим взял имя Вельт и стал вторым Хершером разума этой эпохи, посвятив свою жизнь защите человечества. Так была рождена организация «Антиэнтропия». Спустя годы Отто начал эксперименты по созданию клонов Кален. Объединив ее ДНК с генами зверя Ханкая, Вишну, он создал серию клонов, однако их физическое развитие остановилось на 12-летнем возрасте. Отто заставил их сражаться насмерть во время жестокого испытания на выживание. Лишь один из клонов, объект A310, отказался подчиняться столь кровожадному и абсурдному приказу. Этот порыв чистой доброты и храбрости поразил Отто. На миг ему показалось, что перед ним действительно душа Кален, но он сам же и отверг эту мысль. Тем не менее, он взял A310 под свое крыло, приняв ее в семью Апокалипсис как приемную внучку, и дал ей имя Тереза. Эксперименты по клонированию были лишь началом. Отто возвел башню Вавилона, центр исследований искусственных стигмат. Одаренные дети были отняты у родителей и подвергались бесчеловечным опытам день и ночь. Их боль и отчаяние породили непреодолимую ненависть к человечеству. Из этой бездны страданий и отчуждения возвысилась Сирен, второй Хершер. Бесчисленные герои поставили на кон своей жизни, дабы остановить Сирен, Хершера пустоты.
Вельт Янг, лидер антиэнтропии, вступил с ней в бой и был близок к победе. Созданная им искусственная черная дыра поглотила Хершера. Однако вмешавшийся Отто не позволил Вельту завершить начатое. Он не мог допустить, чтобы Сирен погибла так быстро. Ее сила могла стать важным ключом к осуществлению его цели. Сирен добралась до Луны, где встретила таинственную сущность. Существо приняло ее облик, и Сирен, приняв его за бога Хершеров, умоляла даровать ей еще большую силу, чтобы уничтожить человечество. Отто мобилизовал войска, в числе которых была сильнейшая валькирия Шиксала Сесилия Шариак и Зигфрид Каслана. Оба происходили из великих родов и со временем сблизились, полюбив друг друга. Осознавая, что их союз может стать бесценным активом для Шиксала, Отто не стал препятствовать их отношениям. Несколько лет назад у них родилась дочь Киана, чья судьба впоследствии окажет решающее влияние на ход истории всего мира. Вместе с Сесилией и Зигфридом в битву вступила и Фухуа. Ей удалось обезвредить Сирен, погрузив Хершера в иллюзорный мир, что дало Отто возможность проникнуть в ее разум. Момент истины настал. Отто был ближе к ответу, чем когда-либо. Однако к его разочарованию даже силы Хершера смерти не способны вернуть мертвых. Все, что создала Сирен, оказалось лишь пустой оболочкой. Мысли вихрем заполонили его разум. Что делала Кален Кален? Ее улыбка, ее смех, ее слезы? Воспоминания, что они разделяли? Или нечто большее? Что такое так называемая душа и существует ли она? Отто без труда мог создать клона Кален и внедрить в него ее воспоминания, но он знал, это вовсе не она. Тогда Отто осознал, ответ способен дать лишь Бог. Это был огромный риск, но он чувствовал, что как никогда близок к истине. Никто и ничто не может помешать ему воскресить Кален. И в этот миг он столкнулся с ней, сущностью за гранью человеческого понимания, волей Ханкая. Перед этим существом Отто был ничтожен, словно муравей. Мудрейший и сильнейший среди людей оказался лишь насекомым перед волей Ханкая. Ее природа превосходила границы человеческого разума, выходила за пределы познания. И все же, преодолевая страх, Отто принялся молить Бога раскрыть ему тайну воскрешения. К своему изумлению он получил ответ, но лишь спустя годы он осознает истинный смысл знака, что был ему дарован. Сирен вырвалась из иллюзий Фухуа и в ярости принялась уничтожать все вокруг. Фухуа не оставалось выбора. Она прибегла к первой силе пера Феникса, клинку Тайсюань, бесформенному мечу, чей удар поражал одновременно тело и дух. Ей удалось разорвать связь Сирен с волей Ханкая, но это не положило конец угрозе. Хершер завладела фрагментом божественного ключа, поставив весь мир на грань уничтожения. Сесилия и Зигфрид вступили в бой с Сирен, но оказались втянуты в иллюзорный мир, созданный Хершером. В нем Сесилия ощутила всю глубину боли, одиночества и горя, терзавших Сирен. Она решила, пусть даже на мгновение, стать для нее матерью, попытавшись восполнить то, что девочка утратила. Зигфрид Каслана пробудил скрытую силу своего рода, и ценой множества жертв людям удалось одолеть Хершера. Однако ядро пустоты вышло из-под контроля, и энергия Ханкая обрушилась на просторы Сибири. Сесилия пожертвовала собой, используя свою кровь для активации цветка бездны и очищения энергии. Увидев пробужденную силу Зигфрида, Отто решил, что тому не место в этом мире. Отто почитал героев, однако в том, что он увидел сейчас в Каслане, не было ничего, кроме дикого берсерка, ведомого жаждой уничтожить Ханкай. Отто отдал приказ запустить ракеты, чтобы уничтожить Зигфрида вместе со вторым Хершером, похоронив всю правду под выжженным снежным полем. Но Сесилия защитила своего возлюбленного, использовав силу божественного ключа. И прежде чем ракеты достигли цели, она совершила последнее. Подарила Сирен еще несколько мгновений тепла. Сесилия осталась с ней до самой смерти, обнимая ее, и сделав все, чтобы девочка, чья судьба была сломлена, не чувствовала себя одинокой в последние мгновения своей жизни. После второго выброса главная цель Отто Апокалипсиса наконец обрела ясную форму. Ему требовалась сила Хершеров, чтобы осуществить задуманное воскрешение. Выведенные им клоны оказались слишком уязвимы к эрозии Ханкая ядра пустоты, и тогда он обратил взор на гены Кианы Касланы, дочери Зигфрида и Сесилии. Отто потратил несколько лет, стремясь создать идеальный сосуд для Хершера.
Он стремился к тому, чтобы тот обрел собственное сознание, ведь управлять человеком гораздо проще. Лишь когда он, несмотря на риск, решил поместить ядро Хершера в клона, находившегося на стадии созревания, ему наконец улыбнулась удача. Ядро Хершера сохранило чувства, эмоции и воспоминания Сирен, как ее ярость к человечеству, так и любовь к Сесилии. Сирен желала второго шанса – жить как обычная девушка, окруженная теплом семьи и дружбы. Она мечтала о материнской заботе, о голосе Сесилии и ее нежных объятиях. Все эти молитвы и воспоминания запечатлелись в ядре Хершера и пережили время, чтобы передать ее последние надежды в новую жизнь. Так появилась K423, клон, созданный из генов Сирен и Кианы. Чистый лист, не ведавший ничего о мире. Она стала тем вторым шансом, о котором Сирен мечтала. Когда K423, которая в будущем получит имя Киана, попала в Академию Святой Фрей благодаря капитану Химико, любовь, которую она обрела, и связи, что она создала, заставили ее полюбить этот мир. Оставаясь в тени, Отто наблюдал, как Киана ступает по пути, что он для нее уготовил. Он знал, как только она поверит, что больше никогда не останется одна, он сможет приступить к финальной стадии своего плана. Обязательно посмотрите прошлый ролик по подсказке на экране. Поддержать выход новых видео можно донатом или подпиской на Бусти. Спасибо за просмотр.